Макс, там осторожно, там трещина внизу. Заключительная серия должна быть самой интересной. Не сомневайтесь, так оно и будет. Тут оказалась трещина, блядь. Сейчас выкарабкаемся. И ты расскажешь мне свою версию. Нет, ребят, люди в горы ходят не умирать. Что не так уж и плохо на самом деле сидеть дома. Время от времени необходимо вот попасть в такие условия, когда хреново, очень хреново. Дети остановились на этом, а я пока не могу остановиться. Ну, это такой способ борьбы со старостью, потому что я не старею, а молодею. Все живые? Вообще пиздец. Просто, блядь, с ума. Проснулись в 6 утра. За окном завывал ветер. Решили еду не готовить, только вскипятить воды и валить вниз. Такая она, высота. В 8 утра собрались и начали спускаться. 13 августа. Валим вниз. На спуске было жутко холодно и ветрено. Камеру не доставал. Итак, я вышел со сложного участка спуска, отыскал свои палки и двигаюсь ко второму лагерю. Впереди Андрюха и Павло. Да, смотришь сейчас и диву даешься. Устал, похудел. А теперь посмотрите, какую отожрал за полгода ряху. И мыслей в голове уже больше одной. Привет, друзья! Я посвящу эту серию извечному вопросу, зачем люди ходят в горы. Ведь людей много, а значит и много ответов на этот вопрос. Кто-то находит в горах удовлетворение своих амбиций, кто-то спортивные достижения, кто-то общение с друзьями и единомышленниками. Джордж Мэллори, когда его спросили, зачем вы идете на Эверест, ответил, потому что он есть. И это было почти 100 лет назад, в далеком 1921 году. Ну что ж, начнем с меня. В обычной жизни легко раствориться в рутине. Там много лишнего. Восхождение для меня – это как терапия дикой природы. Шанс перезагрузиться и промыть мозги от того мусора, которым наполняет нас цивилизация. Здесь каждый день у тебя есть цель. Есть пункт А и пункт Б, который ты достигаешь, получая от этого удовлетворение, входя в состояние потока. Вот этот процесс и есть настоящее счастье. Порой он разбавлен хорошей погодой, компанией надежных попутчиков, которые часто становятся друзьями. Сама вершина – это вторично. Зачастую на вершине ты ничего не испытываешь, на сложной вершине. Твой мозг заполнен мыслями о безопасном спуске. Вершина – это еще один пункт Б в цепочке твоих целей. Я хожу в горы, чтобы вернуться. Вернуться и поделиться тем счастьем, которое я испытал. Поделиться с друзьями и единомышленниками, с незнакомыми людьми, которые любят горы, любят дикую природу. Моя цель – создание историй, побуждающих вас выходить из зоны комфорта, искать себя. И я счастлив, когда у меня получается. Поэтому подписывайся на мой канал, здесь будет много интересного. Заходи в сообщество, будем общаться. Надеюсь, когда-нибудь мы встретимся с тобой на трекинговой тропе или на восхождении, и ты расскажешь мне свою версию ответа на вопрос, зачем люди ходят в горы.
Метель за несколько минут прятала следы Павла и Андрюхи. Свалился. Тут оказалась трещина, блядь. Сейчас выкарабкаемся. За 2,5 часа я спустился на перемычку 5800. Да, лишняя ночь на 6400 не прибавляет здоровья. Я думаю, дело не в ночи на 6400. А в чем? А вот в этом ветре и холоде, который был, когда ходили. Было бы солнечно и тихо, вообще бы была красота. Можно было бы второй раз на вершину сгонять. Ага. Доброе утро. Привет. Навстречу нам поднимался Глеб Соколов, идущий на гору второй раз в этом сезоне. У вас года 6400? Да, 2 ночи мы вчера ходили на вершину. Площадка свободна? Да. Ну что там в бутылке, много снега? Да. Сегодня кто-то поднялся? А? Сегодня кто-то поднялся? Очкует? Мы это сегодня ночью хотим. Ну, нормально. Можно, как солнце зайдет, за Чапаева можно идти спокойно. Ну я бы тоже вниз пошел. Я бы тоже там палатки поставил бы, все бы разместились, посушили Просто вещи. я о чем говорю, что они скоро не придут. Не придут? Но я так понял, что они еле спускаются. Парни устали и спускались очень медленно. Первым показался Макс. Макс, там осторожно, там трещина внизу. Сейчас смотрите, будет, как он туда ебанется. Он не слышал. Там охуенная, видишь? Ёпс. Я знал, я в нее провалился самый первый. Макс на фоне победы. Через час пришли Руслан с Олегом. Какие планы? Супер. Только не жарко что-то. Это дошли. Ну как, Олег, самочувствие? Разучился ходить. Короче, у нас предложение идти вниз. Однозначно, мы сейчас кушаем здесь. Нормально кушаем, потому что я не знаю, как вы, я голодный. А пока Руслан кушает, послушаем его версию ответа на вопрос, зачем люди ходят в горы. Иду на восхождение на вершину Сан-Франциско в Чили, высотой чуть выше 6000 метров. Ну вот, погода настолько прекрасная, штиль, солнце светит. Поэтому решил рассказать вообще, зачем я пошел в горы. Случилось это давно, я еще был в средних классах школы, попал в туристический кружок. Сходил в свой первый лыжный поход зимний на Урале. Вот, честно, чуть не умер. Блин, думал, никогда больше в горы не пойду. Но потом вернулся и понял, что жизнь-то такая скучная в городе. И решил начать ходить. Но потом конец школы, институт, куча всяких проблем. Вот уходил в горы. Бывало, даже один уходил. И понимал, что все эти проблемы, которые там вот, вон там внизу, они настолько ничтожны по сравнению с тем, что тебя ждет в горах. И их было очень легко решать. Они же маленькие. Такие вот маленькие-маленькие. Наверное, я все же еще хожу в горы, потому что здесь есть проявление той жизни, которой никогда нет на земле. Многие думают, что мы экстремалы, ходим в горы за адреналином или чтобы почувствовать себя на грани. Нет, ребят,
Люди в горы ходят не умирать. Люди ходят именно за тем, чтобы почувствовать то особенное проявление жизни, которое внизу никогда не встретишь. Вот, кстати, сейчас высота 5900 я иду. Ну так, тяжеловато дышится, но ничего. Вот, на философию потянуло. Чем выше, тем больше тянет на философию. А мы тем временем спускались во второй лагерь на 5200. Давайте, удачи вам. Как вчера погода была? О, жопа сегодня сдувала. Жопа, да. Потому что у нас тоже, мы вчера там сидели во втором. Сильный ветер был, да. На вершине ничего не видать было. А вы когда ходили? Вчера? Вчера нормально сюда? Нет, вчера ничего не видать. Ветер. Вот сегодня отличный день. Ветер заглушил разговор, и сказанное осталось тайной. База Колунину. На приеме. Ну мы во втором поужинали, готовимся спать. Ночью выходим к вам. Ну хорошо, давай 18 еще свяжемся, наверное, прием. 2 ночи, 14 августа. Готовимся к выходу в бутылку. Тима, держи. Здесь. Вышли в 2. До нас после снегопада бутылку никто не проходил. Тропы не было. Проходим опасный участок. Второй по счету. Идем. Идем. Длинный ус, ледоруб в стену, слышали? Да, понял. До лагеря я дотащился самым последним, к 8 утра. Ребята уже покидали мои вещи в баул. Дима, ты знаешь, что вертолет уже заправляют наш? Ну вот. Я знаю, что последний возвращается хромой с этой горы. Ну ладно, нога выжила. Да, как бы то ни было, она туда и обратно сходила. Спасибо ей. Ну хорошо. Все, вещи уже собраны. Все твои вещи здесь, вот в бауле, и у меня здесь. Серьезно? Да. В Каркаре будем разбираться? Да, мы сейчас ничего не перебираем. Просто переодень ботинки, здесь сверху лежат уже все твои вещи. Видимо, нам это, видимо, воздается, Дима, знаешь за что? За ожидания многодневные в Каркаре. Не успел я отдышаться, как Дмитрий Греков стал вручать нам памятные сертификаты и медальки. Так, Синицын есть? Есть. Поздравляем. Спасибо. Поздравляем. Спасибо. Безденежных. Молодец. Спасибо. Поздравляем. Харапонов Максим. Я. Поздравляю. Спасибо. Новиков Андрей. Новокшонов. Ой, извини, Новокшонов Андрей. Андрюха! 50-й. Да ты чё? Да. Юбилейный. Новокшонов! И Колунин. Ну, Колунин, понятно. Что понятно? Какая разница? Наступил ногой. Саня Щербашин, вот в 2016 году ты взошел, но тогда еще такие красивые бронзовые медальки не выдавали, поэтому эта медаль твоя. Как только мы прилетим, она отправится к тебе по адресу. По прилету на Большую Землю обязательно отправлю. Ну и в этом году сертификат под номером 50 достается Новокшонову Андрею и медаль в контенгре. Поздравляю. Спасибо. Че, давайте сделаем общее фото еще. Давайте сейчас послушаем и других участников нашего восхождения. Зачем они ходят в горы? Слушай, ну а что тебя потянуло вообще в высокие горы? Некрасивые.
я их люблю. Потом для меня это такой способ борьбы со старостью. Когда ты каждый год поднимаешься выше, каждый год у тебя новая вершина, которая еще круче, чем предыдущая, я чувствую себя, что я не старею, а молодею. Потом здесь совсем другая энергетика. Здесь отключаешься от городской жизни, от вот этой всей суеты, повседневности, и просто становишься другим человеком, хотя бы на время. И часто не получается, я хожу один раз в году. Но вот этого заряда на год хватает. Потом мы с Андрюхой порассуждали о надежности перил. На последней или предпоследней веревке я вставляю жумар, оттягиваюсь и понимаю, что как бы страховка-то порвана. Я падаю на колени, успеваю как бы вперед лицом. Доползаю до верхней точки и смотрю, что она сделана была вокруг камня. И она с камня просто слезла. Я знаю эту точку. Помнишь, он потом сказал, что точки ненадежные, до конца на них не надейтесь. Вот, а я на ней, я так встал, раз и пошел. И как я успел на колени, так вот упасть вперед мордой. Вообще там больше опасность представляют веревки, которые все изодраны. Хорошо, что я шел и не слышал, что Руслан говорит. А что он говорит? Особо не надейтесь на веревки. Я шел, надеялся на них. Я еще не понял, когда вы наверху встали, я, помните, на стене остался, почти уже на куполе-то. И мне крикнули, что на веревку вообще не надейся. Я такой сижу, думаю, что мне делать-то тогда? Такая почти вертикальная стена, и мне кричат, на веревку вообще не надейся. И я такой присел, думаю, что же мне дальше делать-то? И вы что-то там такие стоите, совещаетесь, думаю, по поводу меня совещаются или что там? Ну и я перед отлетом рассказал о самых запомнившихся моментах. А я вот шел и думал, какой самый счастливый день был на этом восхождении. Это когда вот я забинтовал ногу и дошел до первого лагеря. То есть это вообще, верх счастья, что я Я все-таки помню, могу ты идти. светился прям. Вот. А самый такой момент, когда я хотел повернуть, реально такой был момент, вот когда я обогнал Олега, там был такой ветер, что приходилось вот так вот вжиматься в скалы, чтобы тебя, не сдуло, этой крошкой не посекло. И я уже думал, повернуть. Потом смотрю, ни хера, мы больше полпути прошли. Что я буду поворачивать? Вперед, только вперед. Вот. И вот два таких момента, которыми я хотел поделиться. Ну ты рад, что не повернул? Конечно, рад. Но я бы и не повернул. Это, видишь, такая была. Потому что сзади вас трое, впереди Макс. Повернуть это что, Вот, то есть, так как команда была, то я бы не повернул. Если бы один бы, начал бы думать. Спасибо, девчонки, за вкусное питание. Счастливо вам оставаться. Спасибо. До свидания. Спасибо всем. Обнимашки. Рада была видеть тебя. Yes. How long? 2 weeks? Or? Yes. Счастливо. Давайте пока. Пока. Пока вертолет отвезет альпинистов искать тело товарища, погибшего на спуске с Победы, дадим слово Павлу. Зачем он ходит в горы? Зачем я хожу в горы? Интересный вопрос. Я думаю, нет однозначного ответа. Например, приезжаешь ты в горы, мороз, ветер, снега, воды нет, еды нет нормальной. Надо вставать в 2 часа ночи, куда-то идти по темноте, карабкаться по скалам. А потом возвращаешься домой. Тепло, сухо, комфортно, мягкий диван. Сразу видно, что не так уж и плохо на самом деле сидеть дома. А с другой стороны,
А что дома делать? Можно куда-нибудь пойти и залезть на какой-нибудь, я не знаю, 7000-ник или 8000-ник, или еще куда-нибудь, спуститься в пещеру. Ну еще неплохо, когда ставишь себе какую-нибудь цель, потом достигаешь ее, и можно ставить новую цель, более амбициозную, более сложную задачу. Так что, наверное, хожу в горы, потому что это интересно, и потому что есть много причин делать это. Борт был сильно перегружен, поэтому нас сначала вывезли на ледник, потом вертолет вернулся, забрал наш груз, затем подобрал нас с ледника, чтобы взлетать в полной массе уже с ровной площадки. Через 40 минут мы были в Каркаре. Мне не досталось. Пахнет аж травой. Да, Трава. лечь в траву, лежать. Представляешь, сегодня ночью еще были в 12 снегах. часов назад мы мучились в палатке, могли заснуть на 5200. А в 2 ночи, то есть 7 часов назад, мы собирались в снегу, Не в верится. Ургу. На высоте 5200, сейчас 2000. Вот мы выгрузились в Каркаре. У всех счастливые лица. Увидели зеленую травку. Так хорошо стало сразу. Пока мы завтракаем и ждем свой мини-бас, послушаем Олега и Андрея, зачем они ходят в горы и как туда попали. Горы дают понять ценность каждого мгновения, когда вот ты там находишься внизу и просто не обращаешь внимания совершенно ни на что. Время от времени необходимо попасть в такие условия, когда хреново, очень хреново, чтобы понять, как хорошо там, где ты был неделю назад, 2 недели назад. И вот после пребывания в горах, да неважно, или это восхождение, или альплагерь, меня начинает реально переть, да, то есть появляется какая-то энергия неимоверная, позволяет ставить какие-то цели, да, мало того, что ставить, так еще и достигать их, да. Первый раз в горах после школы я оказался в 37 лет. Мои дети начали подрастать, и было желание их сводить в горы. Мы ходили на Алтай, в Абхазию, Байкал, уральские там какие-то походы. А потом, что-то затянуло, сходили на Эльбрус 2 раза. И дети остановились на этом, а я пока не могу остановиться. Так я оказался здесь. Что, Макс, разучился, что ли, за 2 недели пиво открывает? Ну, говори речь. Ну что, за завершение нашего мероприятия отдыхать. Давай-ка я тебя сниму. Что я плохо выгляжу? Ты выглядишь, я бы сказал, что ты просто выглядишь неважнецкий. И как обычно тебя кепка не спасает. Ни шапка, ни кепка, знаешь. Сейчас я одену кепку и буду выглядеть по-другому. Бабушка надвое сказала. Друзья, нас объединила здесь одна великая гора. Гора называется Жансенги. Давайте выпьем за нее. За объединение наций континентов. Как-то не хочется завершать эту серию. А ты зачем ходишь в горы? Задумывался? Что приобретаешь?
Чем жертвуешь, как рискуешь? Напиши в комментариях или пришли видео. Я смонтирую и размещу во вкладке сообщества на своем канале. Это интересно обсудить, ведь мотивация у всех разная.